Ну, вот такие у нас дела с кедром нынче. Если брать 2016 год и сейчас, да, 21, что можно сказать? Кедр дорожает. Ситуация с кедром намного сложнее сейчас, нежели в 2016 году. Подорожал он практически в 2 раза. Ну, это для нас с доставкой. Так как мы находимся далековато, и чтобы его привезти, надо еще за это хорошо заплатить. Но вот мы для себя оценили, что в принципе практически в 2 раза цена выросла. Второе — это доступ, то есть, как скажем, вообще в принципе подвоз этого кедра сюда к нам, заготовка его, количество этого кедра в Красноярском крае, она уменьшилась. Если раньше мы говорили заготовителю, нам надо 500 кубов к марту, ну, к концу марта, чтобы приехало, уже лежало. Все нормально, привезу, и везется. И реально к концу марта у нас было 500 кубов на площадке. Причем не просто вот такого ровного какого-то, а мы говорили: везите нам расклешенные длинномеры разных диаметров и так далее. Проблем не составляло. У нас было все, что нам надо, касаемо кедра. На сегодняшний день намного все сложнее. То есть нам приходится самим сейчас заниматься этим вопросом. То есть не просто заготовителю сказали, и он это сделал. То есть мы сами выезжаем, смотрим, торгуемся где-то, если надо, везем его сюда, с документами вопросы решаем, так как у нас все документально чисто, проводим по белому. Этот вопрос тоже очень важный. И не все заготовители еще на это идут. То есть, ну, как бы какие-то деляны, какие-то заготовители не продают с документами. Вот, то есть это тоже нам приходится искать именно таких людей. Продажа на экспорт, я считаю, тоже усугубила весь этот момент. То есть много леса уходит просто за границу. Много пожаров, то есть выгорает Иркутская область, каждый год выгорает большие гектары, мы знаем. И вырубки тоже огромные гектары вырубаются, миллионами гектар. Поэтому все это, соответственно, отражается на кедр. Что будет дальше в 2022 году, неизвестно. Пока рубим, то есть пока вроде бы он есть, и тем, кто пыхтит и говорит, что кедр нельзя рубить, вы тут сейчас все вырубите и так далее. Скажу так, что кедр, да, его нельзя рубить, если он стоит, допустим, вот у него есть массив кедра, его не разрешают рубить, он оставлен, он там для будущих поколений, там на развод, там я не знаю для чего, но его нельзя рубить, это правильно. Но, если очень хочется, как говорится, то можно. Почему? Потому что официально вырубка кедра разрешена в лесосеках, где присутствует и береза, и пихта, и елка, и так далее. То есть не просто массив кедра, мы его не вырубаем. А если кедр включен в какую-то деляну, где присутствуют еще другие породы, это официально можно вырубать совершенно спокойно. И использовать уже по своим нуждам в Российской Федерации. Поэтому не пыхтим, а принимаем все как есть и готовим, и рубим дома. Ну вот как-то так. Этот кедр, он бы мог уехать в Китай, к примеру. Его могли бы просто распилить на доски. А из этого сделаем стены. Стены для домов и для бань. И необычные стены. Стены красивые. И более того, торцы можно сделать резными. Они как бы в основной своей массе не отличаются. Ну вот немножко какие-то формы такие более-менее красивые. И как же их украсить? Сейчас посмотрим. Пойдем посмотрим, как мы это делаем. Таким образом мы украшаем стены сруба резьбой. А сколько деревьев в тайге поляжет и сгниет бесследно? А сколько их сгорает? А сколько увозится эшелонами просто в тот же Китай? А в России вот эти торцы будут служить своей красотой, наполнять и хозяев, и последующие поколения 100 лет, да и больше. Если в сухом состоянии будет находиться сруб, он не будет портиться. Так разве это не здорово? Разве не здорово вот так вот бережно относиться к таким ресурсам и использовать их по назначению? По-моему, это правильное решение. Сегодня у нас 3 марта 2021 года. Находимся у нас на площадке в Красноярском крае. И снимем видео о процессах, которые у нас здесь происходят, так как давно уже не снимали, ничего не выкладывали по этой теме.
Все только разъезжаем там на сбор, когда готовые объекты снимали, вот сейчас ездили. Сейчас этот пробел восполним. Движухи, как я считаю, здесь у нас сейчас предостаточно. Я думаю, будет интересно. Обычно на площадке концентрируется у нас порядка 1000 кубометров. Ну, это при лучшем раскладе, так скажем. Если 5-7 заказов у нас есть, и мы начинаем их делать, то есть, соответственно, и сырья тоже надо столько иметь. Разных диаметров. То есть здесь и 40-42, и 36-38, и на пост-н-бим 50-е диаметры. Все это острагивается, как мы видим, вручную. Все эти 1000 кубометров. Процесс довольно долгий, занимает, можно сказать, пол-лета. То есть сначала это просто окаривается, снимается кора, складывается в штабеля, септируется. Потом из штабелей крышки снимаем, вытаскиваем и уже на чистовую окариваем. И потихоньку эти кубы мы перерабатываем и не даем, так скажем, засинеть всему этому большому объему. Ну, здесь это тонкомер на прокладке, чтобы не на землю, а на что-то повыше, чтобы можно было скоблить, удобно было. Вот он основной диаметр, из которого мы сейчас делаем 40, 42, 44. Уже оскобленный весь начисто. Вот, пойдет в Тюменский дом. Сортировка леса тоже такая тема очень серьезная. То есть уже в лесосеке мы приезжаем, отбираем из того, что есть кедр. В принципе, очень много гнили, там всяких ситовостей и прочее присутствует. То есть уже на лесосеке идет отбор. И, соответственно, здесь тоже, когда ребята уже острагивают, начинаем класть в срубы. Мы видим, если здесь какие-то нюансы, связанные с гнилостями и прочими там нюансами. Много сучков может быть тоже. Вот, то тоже отбраковывается. К вопросу про отбраковку. Есть заготовка кедра из-под комплекса. Есть заготовка из-под ручника, так называется. Здесь у нас сейчас 250 кубометров примерно кедра разных диаметров мы привезли из-под комплекса. То есть что подразумевает комплекс? Это харвестер. Такая штука, механизированная машина с лапой. Хватает ствол, держит его, спиливает возле корня, поднимает и роликом, то есть едет там сучкоруб, я не знаю, как там устроено, но едет, уже сбивает сучки, и ствол уже чистый, кладется в штабель. Ручник — это, соответственно, просто человек бензопилой валит, и все, потом трактором оттягивается. Значит, из-под комплекса остаются вот такие зазубрины. Мы приезжаем на лесосеку перед тем, как покупать, привозить сюда, мы проверяем, насколько глубоко эти зазубрины вмяты в древесину. Приезжаем вот с такими штуками, со скобелями. Скобеля мощные, из рессорной стали, закаленные. Сталь очень прочная. И начинаем скоблить, смотрим, уйдут они у нас потом, когда будем рубить сруб, или нет. То есть вот здесь уже видно, что все уходит. Несмотря на то, что глубина заминов порядка 2 сантиметров. Если брать от коры, то вообще где-то примерно 3 сантиметра вглубь. То есть убирается все, и по сути даже заболонь у нас остается. То есть заболонь здесь вот мы видим примерно 2 сантиметра. До сердцевины мы не доходим. Вот так вот это все делается. Если надо забуриться и снять поглубже, у скобеля есть уголок. То есть поворачиваем просто на угол и еще доводим. И если требуется еще глубже убрать, то для этого есть маленько другой конфигурации скобель у нас. И уже им заходим еще глубже, вычищаем. Очень важно, чтобы скобеля были именно вот такие, потому что иначе, если будет какой-то другой угол заточки, конфигурация скобеля другая,
мы просто не выскоблим на мерзлой древесине, ничего не получится. Мы просто будем гладить, даже там на 5 миллиметров не забуримся. Либо будем останавливаться, будем просто зарубаться, и скобель не будет проскабливать, протягивать. Сейчас это спокойно все убирается. Сучки оставляем, то есть сучки у нас это эксклюзив, поэтому их не трогаем. Потом они будут чуть подпиливаться пилой и уже шлифмашинкой зашлифовываться. Вот почему так много диаметров надо нам на сруб. То есть если мы берем, допустим, 36, 38, 40, да, сруб у нас, то мы покупаем и 50, и 52 бревна туда. Для чего? Для того, что у нас, вот как мы видим на заднем плане, есть пост-энд-бим на втором этаже. То есть у нас не рубленые фронтоны, да, допустим, можно было бы из 36, 38, 40 также рубить и мансардную часть, второй этаж. То есть просто рубленые фронтоны и все там. Ну, была бы у вас тогда просто двухскатка обычная, с конями, с легами и так далее. Вот здесь у нас сейчас другие варианты уже мансардных этажей. Это пост-энд-бим безусадочный. Соответственно, на них надо более толстые диаметры. Почему толстые? Потому что плоскости 30-е под утепление, под проемы, дверные, оконные и так далее. Все это у нас задают именно вот эти плоскости широкие. Чтобы мы могли грамотно утеплиться, прибить туда мембрану и еще и отделку. Какую-то доску пустить, там, дранку и так далее. Вот, то есть, вот это вот у нас кучка. Здесь мы видим 48, вот здесь комель на 60 расклешенный, классный. 36-я палка. Вот это сетовая вообще на выброс. То есть, ну вот, пожалуйста, приехала палка, да, а в сруб не пойдет. То есть, ну, порядка куба здесь. Пойдет куда-нибудь там в пилораму, на леса, еще что-то. В сруб она уже не идет. И это только малая часть, ну не малая, это только часть того, что нужно вообще в принципе на сруб. То есть мы еще сюда не включили длинномер и расклешенные палки, а еще плюс эксклюзив. Разные коряги там с сучками разветвленные и так далее. То есть для сруба на самом деле много чего нужно. Сейчас пройдемся, посмотрим, какие у нас штабеля, что приехало вообще, вот эти 300 кубометров. Ну, вот по левую руку мы видим практически тонкомер, ну 36-38, да, бревна вон лежат. Все ровненькие, идеальный первый рез. Ну, тоже из-под комплекса. Да, классный лес, все зашибись, не гнилой, отлично, но без юбок. То есть многие хотят именно с юбками, но их там нету, в принципе. Ферма, красавица, да, вот центральный столбик с сучком, такой фактурный сучок крутой. И с другой стороны он тоже там еще один есть. То есть вот эти наплывы все, это тоже, казалось бы, что там леса куча, взял, выбрал любую палку, там выпилил, коротышку поставил. Нет, еще надо довольно много времени посвятить переборке, там, разборке этих штабелей и выковырять, именно вытащить вот именно такую палочку красивую. Вот коряга. Вот эти коряги вот такие, это вообще тема очень непростая. Почему? Потому что вам никто ее не привезет просто так из леса. То есть вы скажете, привезите мне коряг, мне надо в сруб поставить. Нифига. Едешь сам на лесосеку, смотришь к дереву, подходишь, выбираешь. Дерево пилится ручником именно.
они, как правило, очень большие в диаметре. При падении эта коряга разваливается, потому что дерево мороженое, от удара все ветки отлетают. И приходит то, что на 10, к примеру, может быть одна будет у вас целая. То есть это первое. Второе, как правило, они гнилые еще. То есть если идут такие много ветвей разных, то есть где-то идет гниль, и начинаешь когда крежевать, где-то что-то, или оскабливаешь, тоже палка в брак уходит. Ну вот с этой нам повезло. То есть мы сами ездили, я сам показывал заготовителю, где надо отпилить, какую палку. Ну вот получилось. Взяли, и сейчас она идет у нас в бюджетный в канадец. Будем ставить. Дальше пойдем. Ну, вот штабель тоже порядка 100 кубометров здесь. Разные диаметры. Смотрим. Ну вот так с торца в принципе видно. И видно только то, что одна вот эта палка у нас с каким-то эксклюзивным комлем. Вот. Что-то такое фактурное. С рисунком, как у канадского кедра. Все остальное бутылки. Просто ровные какие-то формы такие, обычные. Вот уже это второй штабель. Да? То есть порядка уже 200 кубометров мы посмотрели. И видим такое что-то, нечто среднее. Эксклюзива пока нет. Все бессучковые, все ровненькие. Да, классно все. Но смотрим дальше. Почему это происходит? Потому что кедр, как правило, от комля весь дуплянистый. То есть порядка 5-6 метров может идти дупло. Такое здоровенное, выгнившее. И все, и просто режется от комля. Режется, 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 дупло убирается. И уже от 6 метров идет бревно ровное, бессучклявое, все. Ну вот, уже без каких-то фактурных этих моментов. Ну вот как, например, здесь. Мы видим толстые диаметры, мощные, суперские. Они пойдут в постенбим у нас потом, в столбы. Вот 56. 56. Тоже где-то порядка 56. Все они не расклешенные, потому что здесь еще у нас 6 метров комля, которые там в конце расклешенные, но они все гнилые. То есть можно представить, да, какой диаметр будет на комле, если 6 метров еще взять, порядка 80, это около метра примерно. Дереву порядка 400 лет этому. Палки, конечно, супер, то есть все равно это эксклюзив полнейший. То есть хочется, конечно, еще большего. Больших расклешенностей, сучков каких-то, вот не таких, да, хотя это тоже супер сучок. Вот он, на 72-м диаметре есть сучочек. Будем планировать, куда его поставить. Но хочется еще, то есть расклешенности, и вот таких сучков хочется побольше. Вот как там у нас в тени внизу. Примерно сантиметров 15-20 там сучок классный. Вот такого. То есть тоже так же ездили в лесосеку вот с этими бревнами. Отмеряли. Я лично ходил, отмерял длину. Длинномеров, то есть вот здесь вот 9 метров. Про длинномер, который мы говорили, да, то, что тоже нужно нам в срубы, и довольно много. Порядка, может быть, 10-15%. Так как там просто, ну, чисто по технически, чтобы с конфигурацией сруба у нас все срослось и где-то не развалилось, что-то не разъехалось. Вот. То есть нельзя резать бревна, не получится. Приходится уже использовать вот, ну, такие длинные палки. Вот они все здесь. Точнее, не все, это только малая часть. Вот на 300 кубометров поехал я и выбрал там, ну, сколько-то 3 длинномера. Там каких-то пару-тройку столбов толстых. Все.